Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. 11-й ряд я закончил перемычками, но сейчас я решил заняться центральной стеной. Центральная стена, которая будет держать нагруз, потолочные балки и крышу. Фундамент под нее был сделан. Потом легли плиты, перекрытия торцами. И сверху по плитам я еще отлил слой сантиметров 15 железобетона, чтобы уже установить стену. Пока позволяет погода. Сейчас на улице 10-12 градусов, то есть можно уже начинать. Взял рубероид, белорусский наплавляемый, толстый, паскуда, очень тяжело режется. Но вообще любой толстый рубероид очень тяжело резать. Кто с этим сталкивался, знает, а кто не сталкивался, имейте в виду. Разрезать, просто. В холод еще куда не шло резать. А вот если... Когда на улице тепло, 25 градусов, нож быстро забивается, вязнет, а ничем другим не перережет. Целиком трубку распилить, не знаю, может и можно. Но я раскатывал на всю длину и ножом просто по всей длине шел. Так, определимся с центром. Производить измерения буду с помощью лазерной рулетки или лазерный дальномер. Bosch. Был по этому дальномеру обзор у меня. Не советую по той причине, что очень дорого стоит и отсутствие видоискателя. Обязательно у любой рулетки, которая светит дальше 10 метров, должен быть видоискатель. Поверьте на слово. В солнечный день даже сейчас достаточно сложно заметить. Сейчас еще с большего. Но если на улице солнце, точки лазерные вы не увидите. Там ни про какие 50 метров не идет. Там порой в солнечный день на 5 метров сложно увидеть его. Вы посмотрите, какие показатели. Верхнее значение ширина, получается, восточной стены, а нижнее значение ширина западной стены. 11325, 11325. Изумительная точность. Сам себя порадовал. Это при том, что у меня стена один раз ушла, блок на блок ложил, и у меня разбежка составила, потом перепроверил, на 6-м блоке у меня на 5-6 миллиметров начала стена в сторону уходить. Вовремя обнаружил это, лазерным нивелиром, я потом покажу. И все, вернул на прежний уровень, то есть главное вовремя успеть вернуть. По 8-му ряду вот такие показатели. Ширина 11325. Сейчас замерим длину по 8-му ряду. Ну что ж, я себя сильно радую. Я ни разу не замерял длину-ширину дома. И вот смотрите. Первое значение, вот это вот, которое выше чуть-чуть от северной стороны, а нижнее значение южной стороны в 14 304 и 14 303. Разница в 1 миллиметр. Это, возможно, я даже просто не сильно прижал. За тыльной частью прижимал. Если ширина дома 11 325 внутренняя, то длина дома 14 303, 14 304. В 1 миллиметр всего разница. Значение потрясающее. Мне очень нравится. Я просто, создал идеальный прямоугольник. Почти идеальный. Конечно, в нижней части чуть-чуть разошлось, там 5-6 миллиметров. Но это ерунда. Смотрю, что у меня центральная стена, отлитый под нее фундамент со смещением в сторону. Я думаю, может, так и надо? Не то, что так и надо. Я потратил 10 минут, вспоминая, почему у меня центральная стена ушла на 4 сантиметра по всей длине. Не то, что с одной стороны. Потому что, когда я копал фундамент под центральную стену, я наткнулся на фундамент старого дома, который здесь до этого стоял. Мне пришлось сделать фундамент со смещением. Как раз на 4 сантиметра, плюс-минус там. К чему я это говорю? Что записывайте то, что вы собираетесь делать либо в будущем, либо еще когда. Потому что с момента заливки и отливки прошло 2-3 года. Я благополучно просто забыл, что у меня стена смещена в одну сторону. А лучше ведите какой-то журнал. Если у вас долгострой, когда строишь сам, если дом достаточно большой, это зачастую долгострой. Это все мелочь. Все, делаем разметку, замешиваем раствор и работаем. Вот второй помощник, который крайне необходим на стройке. Без него будет сложно. Можно, всегда все можно. Гидроуровень использовать. Это длинный шланг водой заполняешь. Но это все, все можно. Все можно отрабатывать, но с ним будет легче. Этот помощник, как вы видите, с зелененьким лазером, куб
ADA Инструмент компания, Куб 360. Куб 360 с зеленым лазером. Green. Он продается в двух комплектациях. Я брал с максимальной, там идет очки, чемодан, штатив. Штатив такой, ну, крайне дешевый, максимально дешевый, но есть, тоже хорошо. Очки бесполезные, потому что при солнечном свете, неважно какой у вас лазер, грин, не грин, все равно его в принципе не видно. Но его можно увидеть с помощью инструмента другого. Невозможно увидеть лазер в солнечную погоду. Но благодаря обычному угольнику с поверхностью, достаточно глянцевая поверхность, более-менее, она отражает луч лазера прекрасно. И если вы хотите словить, начинаете работать с ним и ловите отражение. И когда самое четкое отражение, значит, вот на той циферке он и есть. Вот благодаря этому даже в яркую солнечную погоду можно увидеть луч. Глазами нет. В отражении, да. Он фокусирует, получается. Приборчик замечательный, но дорогой. Имейте в виду сразу. Лучше брать, если вам по работе, можно взять меньшую комплектацию. Она будет дешевле. Там будет отсутствовать, скорее всего, штатив. Штатив на него редко использую. Я часто колхожу просто там кирпичики, дощечки. Ну, как-то мне с этим проще. Со штативом мало я работаю. Мне он не нравится именно для этой вещи. Вот. Сам же лазер советую. В первую очередь я заклеил отверстия. Здесь динамики стоят. 4, насколько я помню, 4 градуса перепада он сам нивелирует, дальше уже начинает сигналить. Оригинальный был момент насчет него. Поставил батарейки, работаю, он чик, включаю, он выключается, включаю, он выключается. Это что за ерунда? И нигде же не описано ничего. Ковырялся, сломался или купил я что-то браковый. Позвонил в магазин, где покупал. Вот я по документам не помню, я потом по магазину есть момент. По итогу, магазин тоже ничего не знает. По итогу, да я допер, что у него встроенный вольтметр стоит. И как только вольтаж падает, он делает сигнал, пип, и выключается. И все, он не включается. Вы опять нажимаете, проходит 2 секунды, пип, и выключается. Вот имейте в виду, что у него встроенный вольтметр. В документах я этого не нашел. И он при низком заряде, низком уровне, он выключается при низком вольтаже. А второй момент по нему, я покупал, вот я не буду обвинять заранее, потому что надо поискать документы. Купил, привезли, все упакованный, я его распаковываю, смотрю, а он бэушный. На нем пыль строительная присутствовала, царапины с нижней части, то есть на чем-то он стоял. Обратился в компанию сразу же. Обратился я в ту фирму, где продавали. Говорю, у меня есть вопросы по этому прибору. Да, все прекрасно, мы все решим. Вышлите нам фотографии на Viber. Высылаю фотографии, гробовая тишина, все. На этом наш диалог закончился. Имейте в виду, что они присылают бэушные вещи. Бэушные прям видно, что там и пыль строительная на нем была, бетонная пыль, скорее всего, или цементная. И снизу части были сцарапаны, то есть видно, что на чем-то стоял. Предположу, что сотрудник компании взял этот прибор, поработал, выполнил свои функции, принес назад и продал мне благополучно его. Ну, потому что вещь не дешевая, и как бы, если у вас кратковременные работы, то, конечно, покупать его достаточно накладно. Ну, если вы строите достаточно много, либо будет строить, либо какие-то изделия производить, где по уровню надо, это, конечно, вещь незаменимая. Имейте в виду, что данная фирма присылает бэушные вещи и нагло потом молчит наглухо. Данный прибор, ADA Инструмент советую. Я смотрел Bosch на тот момент, как обычно, Bosch как-то включил и работай. Bosch не был тогда значительно дороже и был только на красных лазерах. Графический осепостроитель. ADA Инструмент уже производил тогда уже зеленые. Почему зеленые? По той причине, что человеческий глаз легче воспринимает зеленый цвет. Не потому, что он ярче, а потому, что легче его глазу воспринять, чем красный. Только лишь в этом. Я не знаю, у меня не было красных. Ну, как если с лазерной точкой, то может быть, не знаю. Вещь прекрасная, еще раз повторюсь. Заклеиваем динамик, чтобы не визжал, потому что если в помещении, он ревет очень громко. И меняем батарейки, смотрим. Если выключается, значит сдохли батарейки. Блокировка полная, блокировка частичная и свободный ход. Все как обычно. Батарейки пальчиковые, толстые, 2А, 3 штуки. Ну, кстати, реализован плохо вот этот
ставите на штатив, прижимается площадка сильно к уровню, то батарейки почему-то начинают отходить. Надо, чтобы небольшой какой-то там зазорчик был. Ну вот с ним значительно будет легче и быстрее. Можно со всеми уровнями работать, но с ним будет легче. А если включить его ночью на улице, он вырисовывает такие красивые зеленые линии. Кстати, у него разбежка получается на 20 метров 5 миллиметров. Может быть погрешность. Но я по периметру отбивал им по кругу, то есть вкручивал. У него еще магнитный есть в комплекте, магнитный кронштейн. Полностью по кругу периметр отбивал, все, ну, плюс-минус вот по бетону уровень прибивал. 3-4 миллиметра погрешность. Ну, это ни о чем в уровне бетона. Там больше, скорее, сам где-то ошибки совершаешь, чем он совершает. Так я сказал, не сказал, что ночью, если включить, как в сказке. Все такое зеленое, красивое, уровни светит в темноте очень далеко. Правда, ну, лазер становится все шире и шире. Оси построения. Ну, красиво.